al binario 4. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Ну что, друзья, моя осенняя прогулка по тропе Вианданте была насыщенной, но я не прошла весь маршрут, поэтому настала пора продолжить. Сегодня я отправлюсь по новому участку. Сегодня я добралась до Варены. Именно из нее я начну свой путь. Воздух сегодня нагреется до 40 градусов, но выбирать не приходится. Июль и август в Италии очень жаркие, даже на севере. Поэтому такие тропинки в тени я особенно ценю для своих прогулок. Очередной крутой подъем. Если я не ошибаюсь, то самые северные в Европе оливковые рощи располагаются именно здесь, над Вареной. Даже днем цикады стрекочут очень громко, а ночью их песни усиливаются в разы. Оказалось, что лестница, по которой я поднималась, была частной, но мы же никому не скажем. Закроем калитку, как будто так и было. Если вы владеете языком и можете вежливо поприветствовать местных, то, скорее всего, вам улыбнутся и разрешат пройти. А сколько метров палисадника потребуется вам, чтобы разбить красивый цветущий сад? Здесь умеют использовать каждый сантиметр земли. Здравствуйте, сеньор Кот. Вы сопроводите меня в путешествии? За простыми калитками всегда прячется что-то интересное. Оса решила разделить со мной классический итальянский завтрак с видом на замок и озеро. В этом регионе идеальный мягкий климат. Поэтому можно встретить и такие качели под виноградной лозой, и сады, усыпанные спелыми крупными яблоками. Даже маленькое дерево усыпано плодами. За моей спиной располагается церковь Святого Мартина. О ней я рассказывала в моем видео про Варену. Я доберусь до этой площади и продолжу мой путь. В прибрежных городках кладбища зачастую располагают на возвышенности с очень живописным видом. Еще я заметила, что здесь на многих надгробиях размещены фотографии пожилых пар в непринужденной домашней обстановке, улыбающиеся и счастливые. Я думаю, они заслужили такой вид.
итальянку я, конечно, не похожа, но думаю, виноградная лоза добавляет шарма любому лицу. Следующий поворот на Вианданте, налево и вниз. И еще на одном указателе я нашла интересную надпись «Боско дель Эстрелли», лес ведьм. И до него всего 200 метров, правда, в гору. Я не могу не пойти туда. Под палящим солнцем я продолжаю свой путь, и он лежит через оливковую рощу. Выложенные камнями террасы оливковых садов чем-то напоминают холмы Гаргано, но зелени здесь значительно больше. С солнечной тропы мы попадаем в тенистую аллею. Лес ведьм уже близко. Что-то мне подсказывает, что ведьмы здесь живут максимально дружелюбные. Посмотрите, как они обустроили территорию. Лавочки, домик для игр и даже буккроссинг. Оставляем все как было для будущих читателей. Возможно, этих оленят заколдовали, превратив в деревяшки. Но о них позаботились и оставили воду. В этот раз ведьм я не повстречала, но будет повод вернуться сюда еще раз. Ох, а еще июль — это сезон малины. Здесь какой-то особый сорт. По крайней мере, он сильно отличается от того, что я видела у нас в Сибири. А здесь тропа объединяется с автомобильной дорогой. Я надеюсь, что водители не засматриваются на эти прекрасные скалы так, как я во время движения. Как и на прошлом отрезке моего путешествия, металлические таблички отлично помогают ориентироваться на лесных тропинках.
хотя этот камень наверняка гораздо древнее, чем сама церковь. К сожалению, такое часто встречается в Италии. Очень древние сооружения, их части использовались для более поздних строений. После нескольких часов пути по жаре я радуюсь каждому указателю, который указывает на спуск, а не на подъем. Люблю заглядывать за заборы. Любая тенистая тропа рано или поздно закончится вот таким прекрасным видом. А этому зданию уже несколько веков. Изначально здесь располагалось сенохранилище и оставляли повозки. Затем, несколько веков спустя, открыли остерию для путников, которые путешествовали по Вианданте. Некоторые шли пешком, некоторые на мулах. Поездка занимала много времени, поэтому просто необходима была остановка, чтобы подкрепиться в пути. Ох, как же хочется поскорее добраться на этот пляж. Горы — это, конечно, прекрасно. Но, пожалуй, я спущусь на пляж и окунусь в воду. Невозможная жара. Последний привал перед спуском в город. Под этим мостом протекает ручей. Правда, этим жарким летом он пересох. Необычно его русло. Оно расположено на стыке двух древнейших скал, одна из которых имеет возраст более миллиарда лет, это период археозоя. Вторая тоже не молодая, более 270 миллионов лет, это пермский период. Просто невероятно. И вот этот дом стоит заброшенным. Калитка открыта, ставни заколочены. Но какой потрясающий вид внизу. Я еще могу понять дома высоко в горах, до которых трудно добраться, хозяева туда не приезжают. Но здесь буквально 10-15 минут пешком. И вы в достаточно крупном городе Билано со всеми удобствами. С транспортом, поездом и паромами. Какой отсюда открывается вид. За моей спиной и пляж, и бассейны, и причал с яхтами.
Я думаю, многие из нас не отказались бы пожить здесь месяц-другой с такими-то видами. Ура, долгожданный пляж. Вот и закончилось мое маленькое путешествие. Я снова в прохладном вагоне поезда и возвращаюсь в Милан. До новых встреч. Пока.